Всем привет! С вами Мэтт The Cat, и сегодня мы наконец-то будем готовить миндальный тофу, потому что в Геншине реран Сяо. И Буси ест траву. А у Матюши перерыв. И для начала мы попробуем выбить Сяо. У меня есть энное количество кристаллов, поэтому я надеюсь, что все получится. А после этого мы приготовим миндальный тофу. И, конечно, попробуем его. И чтобы поддержать наш канал, обязательно лайкните это видео и напишите комментарий, что нам приготовить в следующий раз. А также не забывайте подписываться на Instagram и Twitch. Мы там постоянно. И давайте крутить все! У меня просто неимоверное количество кристаллов. Просто неимоверное. Ну, давай, золото! Еще и 4-звездочный меч на Кацин. Мэтти, давай, давай, давай! Нет. Могло быть хуже? Конечно, могло. Мог выпасть меч на Кацин. Я верю, что сейчас все произойдет. Мэтт, давай. Кусни, кусни чуть-чуть, кусни. Давай. Третий раз на счастье, давай. Оп. Матюша молодец, Матюша куснул. Молись на золото. Здравствуйте, Нингуан. Она у меня есть. Сяо, если ты сейчас выпадешь, то ты получишь миндальное тофу. Я приготовлю миндальное тофу. Миндальное тофу! Мэтти ушел, и я надеюсь, что это ему не нравится Сяо. И он мешал ему пробиться сквозь потоки сознания. Ну. Ну как? Хоть бы раз. Лего выпало бы не на 80-й крутке. Я докупил за звездный блеск еще 3 молитвы, на всякий пожарный, чтобы было 10. Пойдем на ручки к статуе Баал. Как красиво, посмотрите. Закат. Привет. Ну вот и все. Я пообещал миндальное тофу для Сяо. Сяо не выпал. Миндальное тофу не будет. Да, Матюш? Матюша говорит, надо все равно приготовить миндальный тофу. И, возможно, Сяо на запах миндального тофу придет. Отправляемся готовить его. А потом я подкоплю кристаллов и попробую еще раз. В конце видео попробуем еще раз крутануть падров. Если что, это было 60 круток. И мне ни разу не упадало лего раньше 80-й крутки. Это просто какой-то бред. Там 50 на 50, может еще и Кацин выпадет. Миндальное тофу. Десерт из молотого миндаля. Обладает мягкой шелковистой текстурой и долгим ореховым послевкусием. Он называется миндальным тофу только из-за внешнего сходства. Что? В смысле, он называется тофу только из-за внешнего сходства. Я думаю, почему он орехов? И мы делаем не специальное блюдо, потому что Сяо, очевидно, у нас нет, и мы не можем приготовить специальное блюдо. Поэтому мы готовим миндальное тофу, чтобы приманить Сяо. Потому что 60 круток, 60! Пошли просто на меч Кацин. Идеально. 60 круток. Хорошо, что Матюша хотя бы весело. Знаете. Что касается тофу, он же миндальный, поэтому я на ночь замочил миндаль. Он сырой, если что. Смотри, Матюш. Сырой миндаль. И нам его сейчас нужно очистить. Да? Да, кот. Матюш, не желаешь мне помочь?
Не желает. Я чувствую себя Золушкой сейчас. Пока 4 из миллиона. На самом деле, если вы будете это готовить, вы можете просто пропустить всю вот эту часть с миндалем, с омачиванием, с очисткой. Посмотрите, сколько. Безумие. Просто купить миндальное молоко. Но оно бывает абсолютно разным. Мы лучше сделаем так. И я наконец закончил. И я готов поставить окончание этого процесса в один ряд с одним из самых счастливых моментов моей жизни. В конце нам нужно будет украсить наш миндальный тофу, поэтому часть вот этих вот белых орешков очищенных мы оставим. Часть оставили. И теперь один из самых важных моментов. Нам нужно развести желатин. Да? Да, fellow cat. У нас будет 500 грамм жидкости. Ну, не считая вот эти орешки. Поэтому 10 грамм желатина. Разводим просто по инструкции. И заливаем чуть-чуть водой. В общем, заливаем 6-кратным количеством воды. И размешиваем. И теперь он должен набухнуть. Пуп. На, понюхай. Ой, не надо нюхать. Мэтти. 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 Как только орехи дочищены, приступаем к основе. Сделать ее можно и из воды, но мы все же за вкус, поэтому возьмем молоко. Наливаем 250 грамм в кастрюльку, сыпем туда же 70 грамм сахара и греем на маленьком огне, постоянно перемешивая, пока сахар не растворится. Сахар полностью растворился. Теперь орехи. Уже очищенный миндаль закидываем в блендер, и очистить его заранее очень важно, иначе ваш тофу будет коричневым. И измельчаем. Как только орехи порубились, порционально добавляем туда молоко. И опять блендерим, чтобы молоко стало действительно миндальным. Все готово. Вообще, конечно, можно отфильтровать всю вот эту вот гущину, чтобы получилось чисто вот молоко миндальное. Но мы этого делать не будем, потому что так вкуснее будет. Ну, я так считаю, по крайней мере. В общем, это получается такое миндальное молоко с мякотью. Корова миндальное молоко с мякотью, пожалуйста. И теперь берем 250 грамм жирных сливок. Из-за них текстура нашего тофу будет более приятной и бархатистой. Можно использовать и просто молоко, но тогда будет более желейно. В кастрюльку выливаем массу из блендера. И туда же сливки. И постоянно помешивая, нагреваем до 60 градусов. И тут же очень быстро набухший желатин топим на водяной бане. Очень вкусное миндальное молоко. Прям очень выраженный вкус миндаля. Думаю, должно получиться очень вкусно. Выливаем его прямо в смесь сливок, молока и орехов. И тщательно перемешиваем. Мэтью. Мэтти. Матюш почему-то не нравится миндаль. Все готово. Теперь нам нужно это, чтобы оно застыло. В битве форм выиграла вот это, потому что у нее более маленькая площадь. Если бы у нас было больше жидкости, можно было бы взять и побольше. И наливаем. Так, получилось слишком много. Наверное, из-за количества миндаля. Поэтому используем вот эту форму. Она заняла второе место. Все, конечно, весело, но не зря эта форма заняла только второе место. Она еще и не квадратная. Видите, у нее скошенные углы. Поэтому льем обратно. Просто не все. Да, пожалуй, вот так. И теперь мы просто убираем это в холодильник на ночь. И завтра будем приманивать сяо. И делаем сироп. Для сиропа берем 50 грамм коричневого сахара и 50 грамм воды. Закидываем все это в кастрюльку и ждем, пока сахар растворится.
Главное ничем не лезть внутрь. Перемешивать можно только вращая саму кастрюльку. После растворения сахара ждем еще минутку. Возможно, это слишком коричнево получается, поэтому попробуем с обычным сахаром. Да, сироп получился слишком коричневым, поэтому дубль 2. Недостаточно желтый. Поэтому мы просто смешали 2 сиропа, чтобы получить нужный цвет. Идеально. Для украшения хаотично нарезаем чищенные орехи. Параллельно развлекаем Матюшу. Заодно немного нечищенных тоже режем. Наша миндальная тофу застыла. Мэтью, не хотите понюхать первый нюх? Так, поскольку это желе, единственный вариант, наверное, это чуть-чуть его нагреть. Поэтому нагреваем. Матюш, нагреешь его с теплом своей шерсти? Нет? Кажется, нет. Из-под крана течет почти кипяток, поэтому этой воды нам будет достаточно. Ненадолго опускаем внутрь, и она должна быстро подтаять. Хотя какой в этом смысл? Ну да ладно. Пам-пам. Мэтью. И нарезаем его на кусочки. Возможно, было бы проще заранее нагреть нож в горячей воде. Теперь выкладываем на тарелку. Украшаем базиликом, потому что мяту я не выращиваю. И посыпаем орехами. Вот сейчас уже очень похоже. Это, кстати, если что, базилик, не мята, потому что, как я и сказал, мяты нет. Мяту я не выращиваю, к сожалению. Так вот, запомните его таким, потому что сейчас я буду лить сироп. Если будет не похоже, тут уже я не виноват, потому что сироп я не могу контролировать. Красота ведь. Красота, красота, красота. С Богом. Нужно залить дно тарелки и немного полить сам тофу. Просто посмотрите на это. Это красота. Это правда похоже на оригинал. Я вставлю здесь картинку. Миндальный тофу. Но это безумно похоже. Скажите. Угу. Прелесть. И мы сделали любимое блюдо сяо. И у меня 20 круток до 50 на 50. И я уверен, что он должен просто прибежать на вот этот вот миндальный запах. Тем более такая красота. А? Пошли крутить сяо. А потом попробуем. Итак, мы готовы. Матюша весь во внимании. Хутао, как всегда, дразнит хиличурлов. Наш тофу готов призывать сяо. Нет! Вот сейчас будет 80-я крутка. Ну, да. Последний. 8-й десяток пошел. Погнали. Мэтти, а давай за лапку держаться. Это должно помочь. Раз, два, три. Так. Нет. Ага, она уже черт знает какая у меня.
Ну, хотя бы так. Можно в следующий раз, кроме блока на выпадение кыцин, еще блок на выпадение джин? Я не знаю, что сказать. Какой тофу, а? Сяо решил обойти нас стороной. Матюша решил поесть траву. А мы попробуем миндальный тофу. Получилось очень вкусно. Сливочный такой вкус, смешанный с очень выраженным вкусом миндаля. Текстура здесь крупинками, именно из-за того, что мы не отжимали жмых. Но из-за жмыха и более насыщенный вкус. Поэтому тут уж решать вам. Хотите более насыщенный вкус? Не отжимайте. Если хотите более гладкую структуру самого тофу, то жмых лучше отжать, просто оставить одну жидкость. Но 100% лучший вариант именно такого вот тофу — это тофу на молоке, смешанном со сливками, потому что сливки дают такую бархатистость. Если вы помните, в выпуске про обзор на какую-то там доставку еды, там была панакота. И я сказал, что это вообще ни разу не панакота, потому что это молочное желе. Резиновое такое молочное желе, которое ты вот так вот пальцем вот мнешь, и оно вот просто на нем прыгать можно. Просто молочное желе. А это не молочное желе. Это практически миндальная панакота. Бархатистая, ореховая и очень вкусная. То есть это гораздо лучше, чем если бы мы просто в молоко добавили желе и все. А это очень-очень вкусное миндальное тофу. И Сяо очень-очень-очень-очень-очень много потерял, не выпав нам в сегодняшней крутке. Да и... Ладно. Хочешь кусочек? Матюнь такой не нравится. Он прям как-то очень не очень относится к миндалю. Ну и правильно делает, нефиг такой есть. Поэтому спасибо, что смотрели. Обязательно ставьте лайк под этим видео. Напишите в комментариях, кто вам выпал вместо Сяо, или певичка оперная. Напишите, что Матюша милашка. Обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм, подписывайтесь на Twitch. Спасибо еще раз, что были с нами. Увидимся в следующих видео. Пока. Сяо у нас дома. 云缠卷来，花缠卷，风流尽在山水间。 Спасибо, что досмотрели до конца.